Канал Валерия Табакова представляет о доступе к материалам досудебного расследования и судебным решениям в деле об убийстве Фарион. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Табаков. Ну что, отгремело первое судебное заседание из тех, которые предназначены для рассмотрения дела об убийстве Фарион по сути. До сути еще, как я говорил, дело еще не дошло, и был объявлен перерыв до 13 февраля. Во время этого перерыва, как мы знаем, адвокаты будут изучать гражданский иск в уголовном процессе, который предъявила София Особа, и одновременно с этим будут знакомиться более детально и изучать материалы дела. Сами материалы находятся в 2 или даже в 3 различных местах или реестрах. Первый реестр – это реестр досудебных расследований. Там находятся те процессуальные документы, которые постановлены следственными органами и прокуратурой. Второе место или реестр – это реестр судебных решений, где находятся решения Галицкого районного суда Львова об избрании меры пресечения обвиняемого Вячеславу Зинченко. Там также находятся и ухвалы апелляционного суда. И сейчас начал заполняться реестр судебных решений решениями Шевченковского районного суда города Львов. Что нужно сказать по этим материалам, друзья? Имеем ли мы с вами к ним доступ? В зависимости от места нахождения и, соответственно, типа доступа есть 2 вида материалов. К одному из них мы не имеем открытого доступа. Это материалы следствия, то есть досудебного расследования. Он, в общем-то, открыт, но для доступа к нему нужен ключ, которого, например, у меня нет. Поэтому увидеть эти материалы я не могу. В их числе находится и такой важный процессуальный документ, как обвинительный акт или обвинительное заключение. Если бы у меня был доступ к этому реестру досудебных расследований, ну, например, как у адвокатов или у самого Зинченко, я не знаю, получил ли сам Зинченко такой ключ или нет, то тогда с помощью смартфона или другого устройства в интернете я мог бы, так же как и Зинченко и его адвокаты, открыть все материалы следствия и кое с чем важным и интересным для меня и для вас ознакомиться. Время есть, почему бы и нет. Но для этого нужен ключ. Адвокаты, кстати, могут помочь в получении Зинченко ключа доступа к реестру досудебных расследований. А вторая часть материалов дела – это реестр судебных решений. Там все открыто, и мы с вами, друзья, можем спокойно посмотреть, что там находится. Для примера я могу открыть парочку ухвал и судебных решений и показать, как это делается. Заходим на сайт, реестр или нет. Давайте вначале я покажу, как мы не можем получить доступ к материалам следствия. Заходим на сайт реестра досудебных расследований. Видим такое окно. Там нужно указать виртуальный ключ или физический ключ, то есть на флешке. И еще нужна определенная программка, которую устанавливают на компьютер для организации доступа к материалам по ключу. Некоторые средства массовой информации, например, имеют такой доступ и даже частично публикуют материалы из этого реестра. Вот, например, заключение о причине смерти Фарион. Видим, что причина смерти Фарион – это проникающее осколочное ранение в затылочную часть головы. Чем нанесено это ранение? Сказать трудно. Пули нет. То ли это был удар тупым предметом, то ли это результат падения и удар затылком о твердый предмет, или огнестрельное ранение. Тут нужна экспертиза и пуля. А поскольку пули нет, то такой вывод о том, что это огнестрельное ранение, в общем-то пока не имеет подтверждения. Чем нанесено ранение? Это загадка. Если кто-то из свидетелей слышал звук, похожий на выстрел, то это совсем не значит, что в результате этого выстрела наступила смерть потерпевшей. Даже если был выстрел, и даже если нашли
они подкинули на место преступления гильзу, а пули нет, то может оказаться, что тот звук, похожий на выстрел, был произведен со стартового пистолета, в результате чего потерпевшая, находясь в страхе за свою жизнь вследствие предполагаемого ею покушения и наличия угроз, побежала, споткнулась, упала и получила проникающую травму затылочной части головы. Но пока что доступа к этим материалам мы не имеем и ничего более определенного сказать не можем. Поэтому нам остается ставить под сомнение все так называемые доказательства, используемые стороной обвинения для обвинения Зинченко. Так что, друзья, только адвокаты и сам Зинченко может получить доступ к материалам досудебного расследования, а также все те, у кого есть ключ. А вот к материалам судебных решений мы с вами, друзья, имеем доступ. Заходим на сайт реестра судебных решений, ищем решение по номеру дела, по адресу суда, по виду судопроизводства и по дате. И видим несколько таких вот решений. Криминальное производство, Шевченковский районный суд города Львов, начиная с 3 января 2025 года. Открываем по ссылке, читаем, все открыто. Так что, друзья, если вы хотите ознакомиться с первоисточниками, то пожалуйста. Если это первоисточники досудебного следствия, то возьмите ключ и получите доступ. А если ключа нет, то тогда вам доступны только судебные решения, и вот они перед вами. Ну что, почитаем одно из них, насколько оно вас интересует. Ну, вот, например, ухвала. Дело номер 466, 12 967, 24. Город Львов, 3 января 2025 года. Шевченковский районный суд Львова рассмотрел в подготовительном судебном заседании ходатайство адвоката, постановил застосувати, то есть применить или обеспечить относительно потерпелой особо 7, ну, понятно, что это София особа, информация 2, и членов ее семьи, детей, малолетней, особо 10, и малолетнего, особо 11, это ее дети Ева и Дмитрий, которые проживают по адресу, средства безопасности в соответствии с законом в виде личной охраны сроком на 2 месяца до 2 марта 2025 года включительно. Вот, например, такое решение мы с вами, друзья, имеем к нему доступ. Также и к другим решениям по ссылке открываете и знакомитесь. Дальше можно экспериментировать самостоятельно, если есть время и желание. Ну и, друзья, пожелаем адвокатам и Зинченко не терять надежды на справедливое решение суда. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте это видео, комментируйте. До новых встреч!